Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я уважаемых львов, так как этот прогноз будет для них. Мы посмотрим, что ждет львов в июле, рассмотрим общую атмосферу грядущего месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция, выбирать ничего не нужно. Поэтому, уважаемые львы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте посмотрим, что же готовит для вас июль. Что же готовит львам? Многие отправятся в путешествие. Прекрасный месяц июль для львов, потому что будут решаться какие-то важные, значимые вопросы, касающиеся семьи. Для кого-то это родительский дом, для кого-то это своя собственная семья. В любом случае вы движетесь вперед с наполненными попутным ветром парусами к исполнению своих желаний, к исполнению задуманных целей, к реализации задуманных целей. Будет получена вами важная информация. Информации будет достаточный такой объем, большое количество. К ней нужно отнестись внимательно. И эта информация, опять же, может касаться семьи вашей и всего, что с ней связано. В любом случае, месяц для вас благополучный, благоприятный, потому что будут решены все вопросы и задачи, которые для вас важны. Здесь, скорее, знаете, само решение задач будет несколько позже, чем в июле, возможно, в августе, сентябре, а в июле вы получите вот ту самую важную информацию, благодаря которой все и решится в положительном для вас ключе. Давайте посмотрим, что в работе у львов в июле. Прекрасное партнерство, работаете с удовольствием. Здесь, знаете как, либо же сотрудничество, взаимодействие с такой женской фигурой очень активной, которая при власти, при инициативе, и у вас с ней взаимопонимание, она вам будто покровительствует. Для многих здесь отыграется карьерный рост, движение вперед, какие-то новые проекты, новые цели, планы, но все очень в положительном таком, опять же, ключе. Проекты будут долгосрочные, какие-то цели будут реализовываться несколько медленнее, чем вы запланировали, но все это вам только лишь на пользу. Здесь, посмотрите, в работе работа. Прям все как и должно быть. И для многих здесь отыграется то, что на работе у вас очень такое продуктивное партнерство с женской фигурой, которая вам покровительствует, которая о вас заботится и готова, знаете, вот подставить свое дружеское плечо и оказать важную, нужную протекцию. Вы готовите почву для каких-то более таких, знаете, значимых, важных проектов. В работе у львов все хорошо, все замечательно. Давайте посмотрим финансовую сферу. Что с финансами? В целом все стабильно, но могут меняться какие-то условия получения дохода, могут меняться источники дохода. Допустим, один вклад закрыли, другой открыли. И также могут вкладываться деньги в какие-то юридические вопросы. Это могут быть различные юридические аспекты, страховка, какие-то еще моменты, связанные с важными бумагами, с важными договорами. В целом здесь все спокойно, все стабильно, спокойно, каких-то потерь не будет. Какого-то такого глобального роста в июле тоже не ожидается, все очень ровненько. Могут, повторюсь, меняться источники дохода, либо же тратиться суммы могут на вопросы, связанные с какими-то бумагами важными, да, с какими-то юридическими аспектами. Еще может, знаете, как быть, те, кто планирует создать семью в июле, Аист, четверка жезлов, страшный суд — это символы того, что львиная доля финансов будет тратиться на семью, на такие семейные мероприятия. У кого-то это свадьба, у кого-то день рождения, у кого-то рождение детей. Но в любом случае здесь никаких финансовых дыр, никаких таких вот затрат, которые как-то пошатнут ваше положение, не будет. Все стабильно, все ровно. Каких-то глобальных доходов я тоже здесь не вижу. Здесь в целом все очень стабильно.
стабильно. И если говорить про прибыль, такую глобальную, да, масштабную, она обязательно будет, но чуть позже. Семерка монет – это карта терпеливого ожидания. Нужно уметь дождаться, пока вот все вот эти плоды созреют, долгожданные. Теперь давайте посмотрим, что ждет львов в сфере любви. Любовь, личная жизнь. Как атмосфера здесь? Ну, здесь все зависит от вас. Каждый сам творец своего счастья. И ну, здесь союз, партнерство, императрица. Вы знаете, карта Айс, десятка кубков, императрица для многих отыграется как долгожданная беременность, либо рождение детей. Для кого-то это вступление в брак, создание семьи. Все в ваших руках. Вы делаете то, что вы хотите. Вы идете туда, куда вы хотите. Отношения крепкие, отношения семейные. Вы чувствуете себя на своем месте. Вы императрица, вы любимы. Для многих, кто состоит в несвободных отношениях, вот если вы в браке, вы понимаете, что ваше место в семье. Вы императрица, вы опять же рулите туда, куда вам нужно. Для тех, кто в отношениях с несвободным человеком, знайте, что партнерство ваше будет продолжаться столько, сколько вы хотите, но для человека в приоритете здесь будет семья, и супруга у него на первом месте. Идеально, конечно, данная позиция, идеальный, конечно, этот расклад для тех, у кого нет третьих лиц, кто в стабильных отношениях, либо на пути к ним, потому что здесь гармония, здесь взаимопонимание, здесь такие события, которые наполняют ваше сердце радостью и счастьем. Вы действительно чувствуете себя любимой, вы действительно чувствуете себя желанной. Для многих, повторюсь, отыграется либо вступление в брак, либо рождение детей, либо долгожданная беременность. Все, что вы хотели получить, все, что вы стремились осуществить, обязательно осуществится в июле. К чему стоит стремиться, давайте посмотрим. Уважаемым львам в июле. К любви, к счастью стоит отпустить все переживания, все дела, все заботы, которые вас тяготили. Десятка мечей, карта башни, это, знаете, как, ну, поскольку здесь речь идет о семье, речь идет о таких целостных, продуктивных отношениях, здесь стоит отказаться от всего, что идет не на пользу этому семейному счастью. Какие-то лишние знакомства, какая-то суета, какие-то хлопоты, которые вас немножечко, вот знаете, отвлекают от семейных дел. Стремитесь к любви, стремитесь к выстраиванию своей, так скажем, империи, да, своего государства, своей семьи, своего такого маленького большого мира. Но здесь стремление и создание вот этого целостного мира, гармоничного, невозможно без завершения того, что является балластом. Поэтому сбросьте весь балласт, и этот балласт, то, что вас тяготит, мучает, обязательно стремитесь к тому, что вас наполняет, к тому, что вас будет радовать. И это, конечно же, связано, ну, в целом здесь с семьей, с семейными отношениями, либо с теми отношениями, которые увенчаются созданием семьи. Чего остерегаться в июле львам? Бездумных поступков. Карта шут. Это глупости различные. Это такое состояние, когда по глупости вы выбираете одиночество, когда вы выбираете такое, знаете, детское, необдуманное поведение, когда вы буквально теряете связь с реальностью. Могут возникать, ну, здесь опять же карта Иерофант, это ваши уроки. Могут возникать различные ситуации, когда вам хочется что-нибудь такое эдакое отчебучить, да, что-нибудь такое вот выкинуть, какой-то сюрприз, и это будет необъяснимым таким поступком. Вас потом спросят, а что на тебя нашло-то? Вы скажете, а что-то я даже объяснить не могу, что это я даже сам себя даже не пойму, что это было. Но то, что будет происходить с вами в июле, смотрите, уважаемые львы, карта Иерофант – это ваш личностный рост. Здесь нужно будет побороть свои искушения, слабости, где-то их проработать и действительно расставить приоритеты, расставить все вот эти вот точки над «и», где за и против решают, куда же вы все-таки идете, потому что то, что будет происходить с вами в июле, уважаемые львы, это своего рода
удобрение, создание такой вот почвы благодатной для того, с чем вы пойдете в дальнейшую жизнь, в ваше счастливое будущее. Шестерка кубков – это связь времен, это то, что ценно на века. Естественно, это семья, это традиционные отношения, это, знаете, преемственность поколений. Поэтому, уважаемые львы, пусть ваш июль пройдет под девизом семьи в решении самых таких благополучных, благоприятных семейных дел. Да, терпение вам понадобится. Карта силы говорит о том, что здесь порой, знаете, нужно будет собрать волю в кулак, но со всеми искушениями, со всеми такими сложными моментами вы обязательно справитесь, потому что все события, которые будут вас окружать в июле, они благоприятные. Просто здесь, знаете, вот какие-то моменты, которые потребуют, ну, где-то решений, принятия, где-то каких-то, опять же, решительных поступков. Особенно это связано с тем, что нужно отказаться от того, что будет мешать вам двигаться дальше, вперед, к тому самому светлому счастью. Вот такой получился у нас прогноз для львов на июль. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.